Добрый день, друзья! Сегодня нарезаю череночки колиусов для того, чтобы укоренить их и отправить на зимовку. Обычно это делаю я в конце августа, начале сентября. Обязательно нужно, конечно, ориентироваться на ваш регион. У нас центральная часть Украины. В сентябре у нас еще довольно тепло, поэтому за сентябрь месяц они успешно окореняются. Я их рассаживаю по горшочкам и отправляю уже в дом на зимовку. Сегодня хочу рассказать, какие же черенки самые лучшие для укоренения у колиусов. Я никогда не беру вот такие вот черенки на укоренение. Эти черенки, которые образовали уже такой квадратный грубый ствол, они не дадут хорошо растущих пышных растений. Как правило, это растения из таких черенков такими же и остаются грубыми и мало развивающимися. То есть они как бы замирают в росте, как застаревшая часть растения вот уходит на укоренение, и потом все равно она не развивается. Такой черенок тоже окореняется, но развитие не дает. И такое растение может даже погибнуть, особенно в зимний период. Поэтому для окоренения лучше всего брать более гибкие, тоненькие, молодые череночки. Вот, например, вот такой вот череночек. Вот такой вот череночек. То есть с боковушечек. Череночки хорошо растущие, не замершие в пазухах и огрубевшие. Никогда также нельзя брать череночки с цветом. Вот тут я обрывала цвет, чтобы продлить жизнь растению, потому что когда колиус зацветает, вот эта ветка, вот как раз она и есть огрубевшая, она уже не будет давать той пышности, той силы роста, она вот так вот замирает и остается. Еще немножко растут боковые веточки, но уже это не то. Поэтому нарезаем именно вот такие вот тоненькие, еще гибкие череночки. Это самые лучшие черенки для окоренения. Вот то же самое здесь. Здесь еще цветения не было у этого сорта, но тем не менее вот такие крупные я не беру. Я беру вот боковые такие череночки, более гибкие веточки. Мы нарезаем их. Вот покажу, уже начала я тут с некоторых сортов обрезать, но еще их не подготовила правильно. То есть вот эти череночки. Далее мы оборвем нижние листики. Возможно, где-то я еще укорочу. Это я так предварительно сейчас настригу их и буду подготавливать. Укорочу где-то сантиметров до 10, ну 15 можно максимум. Ну я обычно вот так вот где-то 10 сантиметров оставляю и поставлю в водичку. Колиусы хорошо пускают корешки в водичке. Далее высаживаю в горшочки. Горшочки где-то диаметром 10-12 сантиметров по 2-3 растения. И отправляю на зимовку уже на светлое окошко. Зимуют они у меня на южном окне. Сейчас еще в сентябре там достаточно сильное солнце. Возможно, я еще подержу их недельку-две в зависимости от погоды. Вот сегодня дождь и похолодание. Посмотрю, что будет дальше. Возможно, я их еще и на улице в тенечке подержу вот после окоренения. Но потом они все равно пойдут на окошко. Возможно, если еще будут солнечная осень, жаркие дни, окошко перегревается, поэтому на самом подоконнике я их не ставлю, а ставлю стол возле южного окна. А затем, уже когда день сокращается, для сохранения, более-менее сохранения их окраски, для нормального развития в зимний период, я их ставлю непосредственно на подоконник южного окна, и там они у меня зимуют. Далее весной я снова их перечеренковываю и уже выношу растения уже в мае, когда благоприятные дни, уже без заморозков, уже на улицу, и цикл снова повторяется. То есть вот эти крупные растения я никогда не заношу в дом. Их достаточно сложно зимовать. Их нужно все равно обновлять, потому что вот эти огрубевшие ветки, как я говорила, не дают уже нормального роста и развития. И поэтому я колиусы выращиваю именно таким способом. Черенкую в конце лета, начале осени. Череночки немножко крепнут и уходят на зимовку до весны. Прошло время,
укоренились наши череночки колиусов и готовы уже к посадке в горшочки. Давайте посмотрим, что у нас здесь корневой. Смотрите, отличная уже корневая система наросла. Даже уже чуть-чуть переросла. Можно и раньше их уже рассаживать. Просто у меня немножко времени не было. Осень. Много-много сейчас работ. Поэтому чуть-чуть перерастились корешочки. Но это ничего.